Привет, меня зовут Тимур Шантыз, и вы на моем канале. В этом видео я расскажу вам, как работает с анимацией объектов в Spark Air. На самом деле в программе Spark Air есть множество функций для анимации объектов, как 2D, так и 3D. Давайте заглянем в монитор, я вам все покажу. Открываем Spark Air и создаем новый бланк, пустой. Так, с чем мы будем работать? Давайте нажму Add Object и создам Plane, плоскость. Самый простой объект, плоскость. И давайте откроем Patch Editor. Что ж, давайте нажмем правой кнопкой мышки пустое пространство и смотрим. Вот у нас вкладка Animation, и у нас тут есть несколько блоков. Самые основные это Animation и Loop Animation. Давайте вынесем их в Patch Editor. Создам Animation и Loop Animation. Так, смотрим, что мы можем сделать. Во-первых, мы можем создать циклическую какую-то анимацию. Это может быть вращение объекта, может быть перемещение объекта в пространстве. Давайте выделим Plane и вынесем сюда Rotation, то есть значение вращения. И соединим вот таким вот образом. Ничего не происходит, ошибку пишут. Удалить. Дело в том, что нужно промежуточное звено здесь. Это Transition. Переход от одного значения к другому. Теперь соединяем вот так вот и вот так вот. Так, мы видим небольшое покачивание. Во-первых, нам нужно выставить значение вращения. По этой оси 0 будет, по этой тоже 0. А вот по этой пускай будет 360 градусов. Мы видим, что он начал вращаться бесконечно в одну сторону. Что мы можем сделать? Мы можем отрегулировать скорость, например, вращения, изменяя duration. Чем выше значение, тем медленнее он будет вращаться. Например, если я поставлю 4 или, например, 2 даже. Давайте 3. Мы видим, что он вращается вот с такой вот скоростью. Что у нас тут еще есть за значение? Мы можем поставить галочку Mirrored. Это означает, что анимация полностью идет до, вот как мы видим, 360 градусов, да, он вращается 360 градусов, потом отталкивается и возвращается в исходное положение. И так бесконечно. Здесь есть некоторые значения еще входные. Duration, то есть мы можем задавать скорость. Есть входное значение Reset, то есть мы можем какую-то кнопку сделать, например, по нажатию на экран, чтобы у нас сбрасывалась анимация и начиналась заново. Но в основном вот таким вот образом выглядит циклическая анимация. Здесь еще в Transition есть Curve значение и много всяких предустановок. Это, как бы сказать, плавность анимации, различные виды плавности. Лайнер означает, что он с неизменной скоростью происходит анимация. Если я поставлю другое значение, у нас анимация немного изменится. Вот видим, под конец он замедляется. Давайте я Mirror уберу. Мы видим, что анимация по-другому выглядит. И при каждом предустановленном этом значении оно будет выглядеть по-разному. Вы можете экспериментировать. Видим, да, что вот таким вот образом теперь идет. Давайте оставим лайнер. Таким же образом мы можем, естественно, position менять.
Вынесем position сюда. Ну 360 градусов просто это многовато. Нам понадобится еще один transition, уже предназначенный для перемещения объекта. Даже значение 1 уже это много. Давайте здесь по нулям поставлю, а здесь 0,1. 0,5. Оп, это много. 0,3. Если я поставлю mirrored, то он будет вверх-вниз идти. Видим, да? Вот примерно вот такая вот анимация у нас получается. Это у нас loop animation. Теперь, что же тогда означает animation? Animation больше отвечает за то, чтобы мы задавали какие-то входные значения. То есть анимация была контролируемая, не циклическая. Давайте паузу нажму. Что это означает? Мы можем вот так вот соединить. Давайте вот position уберем, просто вращение ставим. Соединяем прогресс, да, play нажимаю, и ничего не происходит, потому что нам нужен входящий сигнал. Это может быть нажатие на экран. Самое простое. Screen Tap. Соединяем с play. И давайте попробуем. Simulate Touch убираем. Я нажимаю на экран. Анимация начинается. Но мы видим, что анимация прокручивается один раз и все, на этом заканчивается. То есть вот он 360 градусов. Причем, когда я второй раз или третий раз нажимаю, больше анимация не проигрывается. Что мы можем сделать? Во-первых, здесь промежуточное звено, понадобится нам switch. Вот таким вот образом соединим. Так, сброс. Если я нажимаю на экран, анимация один раз проигрывается. У нас сигнал на play один раз подалось. Теперь следующим нажатием мы можем сделать так, чтобы он обратно проигрался. Анимация обратно проигралась. Это реверс, то есть на реверс, то есть сигнал подаем. Видим, да, в обратную сторону покрутилось. Еще раз нажимаю. Сигнал пошел на play. Туда и обратно, в общем, крутится. То есть при первом нажатии сигнал идет на play и одно крутится в одну сторону 360 градусов. При повторном нажатии у нас уже сигнал идет вот здесь вот по низу на реверс, и он, то есть, отматывает обратно эту анимацию. Можно наоборот сделать, reset вынести, здесь убрать. Тогда он будет все время крутиться в одну сторону. Animation отвечает за контролируемую какую-то анимацию. То есть какой-то сигнал, это может быть, например, поднятие бровей, закрытие рта, я не знаю, кивок. То есть такие сигналы, которые может фиксировать Sparker, или вот нажатие на экран, будут провоцировать какую-то анимацию. Так, давайте все это удалим. Тут еще есть одна удобная вещь теперь. Мы можем выделить объект, это plane. Правой кнопкой нажимаем. Actions, Animate. И тут у нас есть предустановленные анимации. Например, Spin. Это вращение. То есть мы можем одним нажатием создать нужную нам анимацию. В Patch Editor все уже соединится как нам нужно. Мы можем здесь просто поменять какое-то значение. Например, плоскость, в которой он крутится, не в эту, а как мы изначально делали, да, вот в эту. Давайте удалим. Здесь есть float.
То есть это уже перемещение циклическое тоже. Мы видим, что здесь применили вот такое вот значение сглаживания анимации. И оно таким вот образом вот выглядит. Если бы выбрали лайнер, оно выглядело бы вот так вот. Менее красиво. Так, давайте посмотрим, что еще там есть. Action, Animate, Blink. Blink — это пульсирующее исчезновение и появление объекта получается. Я думаю, мы можем здесь задавать степень задержки. Например, если я 0,1 поставлю, то он будет вот так вот мерцать. Давайте удалим. Так, и там у нас последнее оставалось пульс. То есть здесь масштаб изменяется пульсирующе. Вот таким вот образом. Это вот из предустановленных все, что нам дается. Итак, последний вид анимации, о котором я хотел бы упомянуть, это keyframe, то есть ключевые кадры. Бывает, нам нужно создать такую сложную анимацию, где не обойтись просто циклическим там вращением или перемещением влево-вправо или просто вверх-вниз. Например, нам нужна какая-то зигзагообразная анимация. Такое мы уже не сделаем привычными способами. Для этого нам понадобится вот что сделать. Давайте выберем тот же plane, откроем Patch Editor и создадим, правой кнопкой мыши нажимаем, во вкладке Animation у нас есть Keyframe. Выносим его сюда. И давайте, допустим, мы сейчас будем просто перемещать его в пространстве, да? То есть нам Position понадобится. Position, вот выделяем Plane. И значение Position сюда выносим. И сразу соединяем вот так вот. Теперь нам нужно раскрыть вот этой кнопкой этот Keyframe. И у нас открывается вот такое вот окно. Если вы когда-либо работали в каких-нибудь монтажных программах, вам более-менее это будет привычно. Смотрите, что здесь за что отвечает. Во-первых, вот эта желтая линия — это тайм-линия. Она означает, в каком моменте времени мы сейчас находимся. Вот эти синие значения — это мы расширяем либо сужаем количество кадров. То есть сейчас 60 кадров — это определенное количество секунд. Мы можем до 120 кадров, например, растянуть. Так, и вот эти вот значения, это уже значения в пространстве. Во-первых, мы видим здесь X, Y, Z. Это Y — это вверх-вниз, по-моему. X — влево-вправо. Z — вперед-назад. То есть это отвечает за положение в пространстве. Давайте выберем X красненьким. Мы видим, что здесь уже установлен ромбик. Мы нажимаем на него, он сейчас активным стал. То есть мы зафиксировали первый keyframe в этом положении. Мы можем там линию подвинуть. И нажать Add. Мы видим, что у нас создалась еще одна точка. Выделяем ее. И если я сейчас потяну вверх или вниз, он будет смещаться влево или вправо. Вот видим. Давайте, например, я вниз потяну, чтобы он до края кадра смещался. Колесико мыши можем, кстати, зумировать. Если я буду тайм-линию двигать, мы видим, как анимация проигрывается. Вот последний ключ, он как бы на исходное положение его ставит. Мы можем здесь более точное значение вводить. Вот так вот, 0. Ой, удалить. Ноль. Вот так вот. И видим, что анимация вот таким вот образом идет. Давайте выберем Y теперь. И поменяем немножко.
Вот в этом месте мы создадим Add и потянем вверх. В плоскости Y еще давай изменим, да, вот так вот. Теперь у нас анимация вот таким вот образом выглядит. Это очень условно сейчас, но таким образом мы можем нужную нам траекторию анимации создать. То есть мы можем, пускай восьмерка будет крутиться, перемещаться как хотим. Это очень удобно, потому что раньше нам приходилось сторонней программой пользоваться для создания анимации, только ее импортировать в Sparker. Теперь мы можем в этой программе сразу же создавать какую-нибудь анимацию. Естественно, мы можем не только перемещать, мы можем анимировать вращение точно таким же образом. Например, rotation. Давайте перемещу сюда. Создам другой keyframe. Соединю, открою. И, допустим, вот так вот. Нажимаем добавить кадр. Так, почему-то с вращением ничего не получается. Может быть, я слишком маленькое значение задал, поэтому... Ну да, я просто маленькое значение задал. Его нужно прям задрать сильно, потому что... Вот, видим, анимация идет. Давайте в другой плоскости мы сделаем анимацию еще. Добавим здесь кадр. И потянем вниз. Можем сразу ввести значение вот здесь вот. Минус 50 пускай. И видим, что некая анимация идет. Так, но нам нужно теперь, чтобы одновременно анимация по перемещению в пространстве и вращению проигрывалась, да? Нам понадобится, получается, давайте Loop Animation попробуем добавить. И соединим таким вот образом Play. Мы видим, как это работает теперь. Давайте медленнее сделаем. 4. То есть у нас одновременно сейчас запускается анимация по перемещению и вращению. Мы задали эту анимацию, она у нас, как сказать, мы ее сами создали, да, с помощью ключевых кадров. Вот таким вот образом можно это делать. И, соответственно, мы можем здесь не Loop Animation использовать, а, например, Animation Player, Animation. Также задать тут Screen Tab. И соединим вот так вот. Теперь я просто нажимаю на экран, и у меня анимация вот это идет. Что ж, надеюсь, вы поняли, как это работает, что за новые возможности открывает эта функция Keyframe. На этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если возникнут вопросы, пишите в комментариях, я на все отвечаю. Можете также написать мне в Instagram. У меня есть там свои маски, можете ими воспользоваться. Буду рад новым подписчикам. Увидимся в следующих видео. Пока!